Добро пожаловать на наш канал. Сегодня поговорим про художника, который купался нагишом с натурщицами, писал обнаженную натуру, но прославился картинами, созданными после тяжелого психоза. Эрнст Людвиг Кирхнер. Годы жизни 1880-1938. Немецкий художник-экспрессионист, писавший картины про город и людей, населяющих его. Однако там не было ничего умиротворяющего и жизнерадостного. Город на картинах Кирхнера – это опасное и грязное место, полное разврата и пороков. Люди в нем предельно одиноки. Потому ищут спасения от одиночества в различных запретных удовольствиях. Пусть даже они впоследствии несут им самим различные проблемы, а то и гибель. Он писал ночных бабочек и их клиентов, пешеходов на улицах, городские площади и улицы в своей особой манере, с искаженной перспективой, неестественным освещением от искусственного света, который только уродует лица героев его картин, делает их пустыми и безжизненными. Впрочем, для этого взгляда у Кирхнера были вполне резонные основания. Его жизнь изобиловала как радостными, так и по-настоящему трагическими моментами, была сложной и насыщенной, возможно, потому и творчество художника столь мрачное и экспрессивное. Кирхнер учился в Дрезденской высшей технической школе, изучал архитектуру, но всегда мечтал стать художником. Свой творческий путь Кирхнер начинал под влиянием Ван Гога и Матисса. Он немало экспериментировал и с ван гоговскими мазками, и с яркими цветовыми пятнами Матисса, учась при этом сохранять баланс между спонтанной экспрессией и сознательным контролем над изобразительными средствами. Летом 1905 года в творчестве Кирхнера наступил переломный момент. Вместе с 3 друзьями-художниками придумал и основал свое новое художественное объединение «Мост». Принципы были простые и лаконичные: отказ от традиционного искусства, от уже мертвого академизма, и писать по-новому в экспрессивной манере, где главное не отточенная техника, а творческое видение художника. Пусть даже ради выразительности придется исказить перспективу и выбрать совершенно нестандартные цвета. Кирхнер стал лидером движения и одним из первых начал писать яркие, эмоциональные картины с искаженными фигурами и резкими линиями. Впрочем, те 4 друзей, включая Кирхнера, времени даром не теряли и проводили его очень весело. В дрезденской мастерской Кирхнера впервые прошло собрание участников группы Фрица Блейля, Карла Шмидта-Ротлуфа и Эриха Хеккеля. Эти 4 придумали организовывать нудистские пленэры, чтобы хорошо отдохнуть без отрыва от работы. Вместе со своими натурщицами и любовницами выезжали на природу, например, на Морицбургские озера или на остров Феморн, и плавали там нагишом, занимались гимнастическими упражнениями, а потом писали обнаженную натуру, благо недостатка в ней не наблюдалось. Это был настоящий культ тела и дикого образа жизни, когда все казалось легко и просто, а прежние нормы о приличиях безнадежно устаревшими и надуманными. Впоследствии Кирхнер вспоминал эти годы как лучшие в своей жизни, и наверняка имелись на то достаточные основания. Но нужно было как-то зарабатывать на жизнь, потому в 1911 году Кирхнер перебирается в Берлин, быстрый, шумный и беспощадный город. Здесь для Кирхнера все меняется. Частная художественная школа, в которую очень верили участники «Моста», где по новаторским методам должны были обучаться будущие художники, никаким успехом не пользовалась. Потому через год после открытия пришлось ее закрыть. А через 2 года группа «Мост» распалась. 4 друзей в мегаполисе отдалились друг от друга, каждый занялся своими делами, пытаясь как-то свести концы с концами. Одинокий и растерянный, Кирхнер проводит вечера на улицах. Он ходит по улицам, пишет десятки этюдов,
где изображает проституток, сутенеров, мелких преступников, бродяг, солидных господ, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ничуть не лучше обитателей дна, просто прохожих, вечно куда-то спешащих, боящихся смотреть друг другу в глаза, бесконечно одиноких в людском муравейнике. Предвоенная обреченность и нервное ожидание неизбежного. В 1914 году он записался добровольцем на Первую мировую войну, но почти сразу пожалел об этом. Он служил водителем в артиллерийском полку, подвозил боеприпасы, но даже на такой относительно спокойной и безопасной должности насмотрелся достаточно, чтобы у впечатлительного художника развился серьезный психоз. Из-за нервного срыва он был комиссован. После этого у него началась глубокая депрессия, появились страхи, панические атаки, зависимость от морфия и алкоголя. В 1917 году, спасаясь от нервного срыва, он уезжает в Швейцарию, Давос, где долго лечится в санатории. Месяцы лечения от нервного срыва, периодические боли и паралич перемежаются с неделями достаточно успешных выставок и первых финансовых успехов. Начинает жить в уединении. Он надеялся на выздоровление, но депрессия и страхи не отпускали его. Единственной отрадой были отношения с давней возлюбленной Эрной Шиллинг, с которой он познакомился еще до войны и прожил с ней более 20 лет. Она оставалась с ним даже в самые тяжелые времена, во время психических кризисов и болезней. Она проводила выставки его работ, которые были весьма успешными. В те годы картины Кирхнера были востребованы. Они стали более абстрактными, умиротворяющими и светлыми. Людям, уставшим от ужасов войны, хотелось чего-то спокойного, способного отвлечь от невеселой реальности. Но даже издалека, из-за границы и задолго до огромной катастрофы, он почувствует неотвратимую опасность. В 1933 году в Германии к власти пришли нацисты, и для Кирхнера это стало катастрофой. Его картины попали под запрет. В 1937 году более 600 его картин были изъяты из немецких музеев и выставлены на скандальной экспозиции «Дегенеративное искусство». 25 картин Кирхнера, которые демонстрировались на показательной выставке дегенеративного искусства, Гитлер лично объявил оскорблением нации. Кирхнер воспринимает это крайне болезненно, так как одной из главных целей «Моста» было именно развитие германского искусства, а свое творчество Кирхнер считал его квинтэссенцией. Это стало для художника страшным ударом. Он чувствовал себя отвергнутым и униженным. Болезнь все еще протекала, а подобные новости душевному равновесию никак не способствовали. Периоды покоя сменяются обострениями, и во время одного из таких приступов, в 1938 году, Кирхнер покончил с собой во дворе собственного дома во Фрауенкирхе. Его фактическая жена Эрна Шиллинг получает разрешение до самой смерти носить фамилию Кирхнер. Его стиль оказал огромное влияние на экспрессионизм и модернизм. В Германии и Швейцарии его имя стало символом борьбы за свободу творчества. Сегодня его картины продаются за миллионы долларов, а музеи борются за право выставлять его работы. Эрнст Людвиг Кирхнер – гениальный, но мучимый внутренними демонами художник. Он был пионером экспрессионизма, бунтарем в искусстве, но глубоко уязвимым человеком в жизни. Его судьба – это история борьбы, страсти и трагедии, но его творчество навсегда изменило историю искусства. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.